На рассвете собирается мощная армия. Тысячи солдат в темно-синих мундирах с золотыми эполетами выстроены в идеальные ряды. Ритмичный топот сапог наполняет воздух, когда колоссальные силы готовятся вступить на русскую землю. Отряд конницы на мощных лошадях стоит в полной боевой готовности. Звук копыт эхом разносится вокруг, их доспехи сверкают на солнце. По команде офицера кавалерия движется вперед, словно волна стали. Во главе армии едет генерал. Его безупречная форма, украшенная медалями, сияет под утренним солнцем. С холодной решимостью он наблюдает за просторами впереди, ведя за собой непобедимую силу. Солдаты пересекают границу России, продвигаясь через золотые поля. Земля кажется нетронутой войной. Пока что. Их сапоги вступают на чужую почву, взгляды устремлены вдаль, готовые к предстоящим испытаниям, а армия продвигается сквозь густые леса. Лучи солнца пробиваются сквозь листву, создавая иллюзию спокойствия. Пение птиц тонет в бесконечном шуме шагов солдат с оружием наготове. Позади солдат тянутся скрипящие повозки с припасами. Они везут пищу, боеприпасы и надежду, жизненно важные ресурсы для компании. С каждым шагом армия проникает все глубже в вражеские земли. Видны лица солдат. У одних юные, полные надежды взгляды, у других – жесткие черты ветеранов, познавших горечь битв. Каждый из них знает, что на кону. Трубы раздаются громко, сигнализируя начало движения. Имперские знамена с черным орлом развиваются на ветру, символизируя могущество и амбиции армии. Армия делает привал у ручья, солдаты умываются прохладной водой. Момент покоя перед продолжением пути. Лошади пьют жадно, а люди тихо переговариваются, зная, что худшее еще впереди. Маленькая деревня погружена в молчание. Французские флаги висят на домах, которые раньше принадлежали русским крестьянам. Улицы опустели, а солдаты разбивают лагерь. Война только начинается, на рассвете палатки сворачиваются, и марш продолжается. Некогда оживленный лагерь быстро исчезает, оставляя лишь слабые следы присутствия великой армии. На холме французская артиллерия готовится к бою. Огромные пушки занимают стратегические позиции, солдаты аккуратно заряжают их. Тишина перед грохотом пушек напряженная, полное ожидание. Армия продвигается по огромной равнине. Пейзаж пуст и не предоставляет укрытий врагу. Горизонт кажется бесконечным, но ничто не может остановить французов. Офицеры на лошадях снуют по рядам, выкрикивая приказы. Их суровые лица отражают важность миссии. Каждый шаг и каждый приказ приближают их к долгожданной победе. Воздух наполняется запахом пороха. Солдаты тщательно заряжают пушки, металл звенит о металл. Французская артиллерия готова обрушить разрушение на позиции противника, начинается громовая атака. Кавалерия несется через открытое поле, с саблями наготове, боевые крики разлетаются в воздухе. Земля содрогается под копытами лошадей, неудержимыми и свирепыми. Русские солдаты, с опущенными головами и изорванной формой, ведутся в плен. Французские солдаты с гордостью наблюдают за своей победой, зная, что их неумолимое наступление сокрушило еще одну оборону. Обширный ландшафт Бородинского поля простирается перед ними. Холмы, редкие деревья и открытые равнины станут ареной для одного из самых кровавых сражений в истории. Напряжение висит в воздухе, обе стороны готовятся к неизбежной схватке. Французский офицер через подзорную трубу наблюдает за дальними русскими укреплениями. С холмов поднимаются грубые защитные сооружения, орудия наведены, окопы вырыты. Враг ждет, бросая вызов. На французской стороне пушки стоят наготове. Солдаты наводят огромные орудия на русские позиции. Их лица суровы, ведь скоро этот тихий момент взорвется в хаос битвы. Ряды пехоты стоят в идеальной формации. Мушкеты подняты, форма безупречна, сапоги начищены. Тишина царит среди солдат, все ждут сигнала, понимая, что исход кампании может решиться в ближайшие часы. Генерал крепко сжимает рукоять шпаги. Его костяшки белеют от напряжения. Он знает, что их ждет впереди, и готов к этому. Французские инженеры спешно роют окопы и укрепляют позиции на холме. Звук лопат, вонзающихся в землю, смешивается с отдаленным грохотом пушек. Мрачным предвестником завтрашней битвы кавалерия готова, лошади нервно переступают под всадниками. Солдаты в последний раз проверяют оружие и седла, понимая, что завтра им предстоит броситься в самое сердце бури. Ночь окутывает лагерь. Свет костров освещает лица солдат, их взгляды отражают тяжесть предстоящей битвы. Вдалеке слышен скрип артиллерии, которую передвигают на позиции к утру.